Всех приветствую. Биткоин обновил локальный максимум, и в этом ролике мы посмотрим, куда он может нас завести, что сейчас более вероятно, коррекция, либо продолжение восходящего движения. Перед началом просмотра графиков пару интересных новостей, и обе они связаны с биржей Binance. Financial Times сообщил о связи Binance с Китаем. Казалось бы, биржу уже столько лет, и данный заголовок выкатывают как нечто необычное. В течение нескольких лет Binance скрывала свою связь с Китаем, вопреки заявлениям руководства о том, что биржа покинула страну в конце 2017 года. SEO Binance Чанпен Чжао и другие топ-менеджеры якобы неоднократно инструктировали сотрудников скрывать присутствие биржи в Китае. Последнее включало работавший по меньшей мере до конца 2019 года офис и использование местного банка для выплаты зарплат. Мне кажется, только по одному имени Чанпен Чжао вполне понятно, что связь с Китаем, несомненно, есть. В конце 2019 года сотрудники обсудили сообщения СМИ о планах Binance по созданию штаб-квартиры в Пекине. В 2018 году китайским работникам компании сообщили, что заработная плата будет выплачиваться через банк в Шанхае. В середине года один из сотрудников приветствовал расширение команды, выразив надежду, что новичкам понравится здесь работать. Financial Times, видимо, считают, что они просто открыли людям глаза. Оказывается, Binance связаны с Китаем. Вот это да. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Глава комиссии по срочной биржевой торговле США, CFTC, объяснил иск против Binance. Действия криптовалютной биржи Binance являются явным случаем уклонения от закона, и власти США должны были вмешаться агрессивно и как можно быстрее. По его словам, Binance четко информировала клиентах о методах уклонения от контроля активности с помощью VPN и игнорировала нормативные требования. Было очевидно, контроль над компанией исходил от SEO Чанпен Чжао, и существуют четкие документы о намерении обойти закон. Интересно, что наезд со стороны американцев происходит не только на саму биржу, но и конкретно на SEO этой компании. Видимо, у них есть какие-то разногласия личные. Напомню, что 27 марта CFTC подала иск против Binance и Чанпен Чжао с обвинениями в незарегистрированной торговле деривативами, предоставлении услуг гражданам США и лицам, находящимся под санкциями, а также в неспособности соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег. В своем телеграм-канале я уже писал, что звучит это все уже как-то вторично. Это уже не первая биржа, на которой наезжает какой-то регулятор из Америки, и предъявы все одни и те же: манипулирование рынком, обход санкций и предоставление американцам своих услуг, не пройдя регистрацию у них в стране. То есть любой сайт, который открывается без VPN, допустим, либо даже с VPN, если вот любой американец доберется до, допустим, до любой биржи, то все, судебный иск, можно сказать, обеспечен. По мне, так это реально очередной какой-то высосанный из пальца конфликт. Думаю, разрешится он либо огромным штрафом, либо многолетними долгими разбирательствами, как это, например, происходит с Ripple и SEC. При этом по ходу этого разбирательства все уже давно забудут об этом негативе, но он будет давать почву для того, чтобы периодически все-таки вбрасывать негатив и корректировать рынки. Достаточно удобно. Но мы давайте посмотрим графики. Начинаем с биткоина. Включаем разметку, которую я рисовал и обновлял в Телеграме. В прошлом видео я предполагал, что здесь у нас формируется треугольник, и либо он будет в виде треугольника и пробьет наверх, либо это будет, как в принципе и случилось, практически сразу же после публикации видоса. Треугольник будет волной связкой с пробитием вниз и затем уже движение наверх.
Все так и произошло. Обновление я выкладывал в Telegram. Чтобы не захламлять, я удалю вот эти все рисунки. Но, судя по всему, мы вот этим ростом дорисовываем импульс в первой волне. Переходя, например, вот на 2 часа, видим, как у нас здесь и объемы падают. Но объемы отчасти падают и из-за того, что Binance снова ввели комиссию на спотовую торговлю. Ну, кроме этого, и индикатор показывает снижение, дивергенцию. На 4 часах это также явно видно. Давайте посмотрим на дневке. На дневке, кстати, тоже цена сделала перехай, а индикатор перехай не показывает, объемы уж тем более. Здесь у нас дивер, а это значит, что движение ослабевает. И вероятность того, что мы в скором времени увидим коррекцию, достаточно сильно увеличивается. Структура здесь без изменений, однако из-за того, что мы сделали локальный перехай, оптимальная зона коррекции стала немного выше. Теперь верхняя грань зоны оптимальной коррекции находится примерно на 25 500, а нижняя грань находится на 23 250. Именно сюда я ожидаю коррекционное движение в волне 2, после которого продолжится движение наверх. Теперь посмотрим эфириум. Здесь похожая ситуация, движение похожее было на треугольник, его мы благополучно пробили вниз, затем выход наверх, но локального перехая не было, однако он был накануне. Вот этого перехая не было на биткоине, зато на эфириуме он есть. Давайте глянем поближе эфириум. И, кстати говоря, эфириуму хорошо бы сходить все-таки на этот перехай. Нарисовать более явную дивергенцию. Давайте на дневке посмотрим, здесь есть ли она. Вот, кстати, на биткоине дивергенция есть, на эфириуме ее нет. Поэтому вполне возможен заброс еще один наверх для того, чтобы сформировать все-таки эту небольшую дивергенцию и затем уже пойти в коррекцию. Уровень коррекции здесь без изменения, так как мы хаи не обновили. Здесь по-прежнему верхняя цена оптимальной зоны коррекции находится примерно на 1660 и нижняя грань на 1550. А структура также все без изменений. Радует, что мы вот этот вот уровень поддержки и сопротивления пробили и по-прежнему торгуемся выше него. Вот вся эта проторговка только укрепляет этот уровень, а значит, с большей вероятностью это будет подтверждать тот факт, что мы все-таки пойдем наверх. И вот эта коррекция, если будет пробивать уровень вниз, то вполне вероятно это будет ложный пробой. Пробьем вниз, заманим тех, кто торгует пробой на открытие шортов и вынесем их наверх. Так будет просто замечательно. Ну и давайте теперь перейдем к альткоинам. Первый из них это Stellar. Именно его я хотел посмотреть, а не Ripple. Они примерно одинаково отреагировали на новость о том, что в скором времени может разрешиться суд между SEC и Ripple. И Stellar также показывает рост. На Ripple структура прослеживается сложнее, а вот Stellar, если включить более старший таймфрейм, например, недельку, здесь виден явный импульс, который завершился еще в мае 2021 года, и с тех пор мы находились в коррекции. При уменьшении масштаба до дневного мы видим, что на данный момент Stellar перешел в рост. Дно было поставлено в конце 2022 года, как и по всей крипте. Хаи у нас начали повышаться, лои начали повышаться, все здесь замечательно. Вот такой здесь канал явно виден, который мы также пробили вверх. И пробили мы не только канал, но и 200-ю скользящую среднюю, которую давно уже не пробивали. При этом пробили мы ее на объемах, закрылись выше, уже несколькими дневными свечами, что просто замечательно. И в плане структуры здесь вполне может быть вот такое. 1, 2. Сейчас находимся в тройке. Вплотную уже подошли к зоне оптимальной для завершения третьей волны, поэтому это также укладывается в сценарий того, что будет еще один заброс, совсем небольшой, и коррекция по Stellar, это будет коррекция в волне 4. Если же тройку будем растягивать, то следующая зона для завершения третьей волны это на уровне 0.144. А ближайшая зона у нас стартует 0.109 и завершается 0.117. По Stellar также неплохая перспектива на разворот рынка и довольно-таки мощный рост наверх. Вполне вероятно зарождается вот эта вот третья волна. Далее посмотрим монету Super. Недавно мы ее смотрели, но я, просматривая вот этот свой лист, обратил внимание, что данная монета показывает неплохой рост. Открыл график и увидел, что вот такой рисунок я оставлял, и он просто прекрасно отработал. Вот здесь можно было покупать, стоп за основание, и пошел рост. На данный момент цель роста это 0.171. Однако, если здесь была покупка, стоп теперь можно просто перетащить без убыток, и это будет супер безопасный трейд. Даже если стоп выбит, деньги вы свои не потеряете. Но в плане структуры, то, что подтверждает рост, это большие объемы. Да, здесь индикатор показывает пока снижение, но он настолько быстро растет, я думаю, через несколько свечей он сделает все-таки
обновление вот этого максимума предыдущего пика индикатора, и никакой дивергенции здесь не будет. Нужно будет понаблюдать, поэтому для подстраховки стоп в безубыток, ну и потихонечку можно его подтягивать для того, чтобы при неожиданном развороте все-таки зафиксировать какую-то прибыль. Следующие монеты это у нас из комментариев. Монета SIS, либо SIS. Мельком просмотрел я эту монету, но хочется сказать, что я бы сюда не залезал. Монета достаточно сильно упала, и мне не нравятся вот эти свечи. Как только монета показывает хоть какой-то рост, ее сразу же как будто бы молотком прибивают и вот такие вот тени оставляют сверху. То есть кто-то ее пампит и сразу же закрываются об тех, кто залетает на росте. Да, мы подобрались вплотную к 200-ке скользяшки, вот этой вот, но мы не можем нормально над ней закрепиться, как это, например, сделал Stellar. Поэтому, да, объемы появились, возможно, здесь все-таки вместе со всем альтсезоном, возможно, будет разворот, но есть монеты и получше, я бы сюда не залетал. А если и усредняться, например, если купили давным-давно, то только после того бы я это делал, как монета бы закрепилась над скользящей 200-кой, пока все безуспешно пытается пробить. Здесь я бы эту монету для лонгов не рассматривал. И монета C98, что у нас здесь, также просили ее в комментариях. Торговалась она в районе $6, и с августа 2021 года все падало, и сейчас допадало до такого, что у этой монеты появился неплохой вариант на рост. Объемы появились. Две свечи на больших объемах сейчас мы видим. Это чуть ли не рекордные объемы со времен пампа августа 2021 года. Давайте поближе посмотрим. Вот эти объемы. На этих объемах как раз таки пытается пробиться и закрепиться цена над 200-кой. Скользящая средняя 200-ка на дневном графике. Если ей это удастся, то это замечательно. Я думаю, перспективы на дальнейший рост, несомненно, есть. Пока что я бы ее также не рассматривал для лонгов, так как структура в 3 волны. Здесь вот перехая нет, закрепа нет. Есть некоторые факторы на то, что мы пойдем выше, но я бы рассмотрел другие варианты на вход, если бы был выбор между этой монетой и другими. Это может быть также волна 1, 2, 3, 4, 5. Вполне вероятно, это так и есть. Однако меня смущает тот факт, что как будто бы двойка еще не дорисована. Прошел импульс. 3 волны наверх, очень похоже на коррекцию, и еще один импульс бы здесь нарисовать было бы неплохо. С обновлением вот этого минимума при цене 0.178, но без обновления вот этого минимума 0.154. То есть куда-нибудь вот сюда было бы сходить просто идеально для этой монеты. И затем уже полноценно еще раз пробивать уже на более крупных объемах и лететь выше. На сегодня все. Подписывайтесь или не подписывайтесь на канал, как хотите. Ставьте лайки, дизлайки, кому понравилось, не понравилось. Заглядывайте в телеграм-канал и, конечно же, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!